Народ, всем привет! Третья серия проекта Ювелир с нуля 2.0. Этот проект заключается в том, что я взял 5000 рублей, часть денег потратил на инструмент, часть денег купил серебра и двигаюсь к своей цели 1 миллион рублей до 31 декабря 2020 года, этого года. Смотрите, что у нас получается. Примерно до конца, до финиша у нас есть 270 дней. То есть получается, грубо говоря, я должен в день зарабатывать порядка 4000 рублей. Чтобы двигаться к своей цели, чтобы я мог достигнуть ее и сказать, я победитель. Это больше даже для самого себя. Поэтому мне нужно каждый день максимально быстро делать четко. В общем, короче говоря, я иду именно к своей цели. В этом видео, как я и говорил, я буду делать кольца. Я сказал, сделал такое предложение. Ребята, пожалуйста, кто хочет, залетайте, за 2000 рублей сделаю кольцо с метеоритом. Я думал, что это будет там, один человек найдется и так далее. Нет. На данный момент 8 человек. 8 человек уже оплатили деньги. Они еще не знают, что это будет за кольцо. Они даже не догадываются. Я уже попробовал, я уже принял, я уже понял, как это будет все выглядеть. И сейчас мы идем делать эти заказы. Возможно, сейчас еще пару-тройку человек вклинится сюда, потому что они очень просили, потому что у них там часовые пояса другие и так далее. На момент съемок 8 заказов. Итак, погнали. Для того, чтобы выполнить этот заказ, мне необходимо ригель для колец. Без этого вы никак не сможете. Вы не сможете их выровнять, вы ничего не сможете сделать. И я приобрел вот такой старый, задроченный, по-другому не скажешь, ригель. Его нужно дорабатывать, его нужно там шлифовать, я не знаю, что с ним нужно делать, но тут, короче говоря, с ним еще нужно работать. И также я приобрел вот такие вот изложницы. Это все было куплено у одного человека. Видите, в каком состоянии это все. То есть все какое-то, видать, лежало 200 лет, откопал и просто продает, видать, там брат, сват. Короче, там все, конечно, истории интересные рассказывают. Ладно, опустим это. Вот это все фигню я сторговал за 4000 рублей. 4000 рублей, много, мало, не знаю. Мне горело, мне нужно было срочно и сегодня. Но при этом я хочу вам сказать, что вот эту штуку, просто было одно из условий, что ты забираешь вот эту штуку. Мне она нахрен не нужна. Я отливаю всегда вот в такие вот вертикальные. И здесь просто для меня есть вот для пластиночек такое место. Я ее хочу продать. Я ее хочу продать за 1500 рублей. Смотрите, я уже вот эту часть отмыл и взял, протер маслом. Вот эта ржавчина вся сошла, и она идеальная. То есть вы можете отливать прямоугольные столбики. Вы можете вот так вот развернуть, нужно, естественно, привести все в человеческий вид, отливать вот эти круглые столбики. Вот такая вот двухсторонняя изложница. Кому надо, пишите в описании, забирайте, договоримся, в общем, вот так вот. А я приступаю к изготовлению. Ребят, смотрите, я уже могу отливать сам. Я уже не буду платить за заготовки, поэтому, круто. Короче, мы потихоньку уже движемся. Чтобы начать пользоваться вот этим тиглем, его нужно приготовить. Как это сделать? Это очень важно. Это будет у вас служить тигель годами, не годами, конечно, месяцами, дольше прослужит. Вы берете этот тигель, вот он новый, вот прям абсолютно вот новый. Вы берете, начинаете нагревать и сыпите по чуть-чуть буру. У вас получается такая стеклянная, обволакивает стеклянная такая пленка. И после этого, когда вы уже можете плавить спокойно, и у вас будет тигель служить вам долго, верой и правдой. Итак, погнали. Смотрите, вот эта горелка офигенно паять. У нее дает тоненько пламя, маленькую иголку. А вот эта горелка офигенно плавить. Она тоже дает тоненькое пламя и все остальное. Но ей можно плавить. Сейчас я вам покажу. И вот этой горелкой я буду плавить. И сейчас доделаю работу с тиглем. В общем, смотрите, ребят, примерно оно должно выглядеть вот так. Полностью, я не знаю, покажет камера или передаст, как будто стеклом покрыто. То есть сначала была вот такая матовая поверхность, стала вот такая вот стеклянная. Она даже сейчас еще трещит.
И теперь мы можем спокойно плавить. Я сейчас соберу все обкуски, которые у меня были там с этих самых, с шапарда, с предыдущих цепей, которые я делал. Я сейчас буду плавить палочки, катать на наших вальцах, делать заготовки под кольца. Параллельно у меня еще был заказ на Бисмарк, и я еще делал в предыдущей серии длинным звеном, не доделал цепочку. И я в этой серии хочу также сделать, вот именно доделать эту цепочку с длинным звеном, прикольную какую-нибудь там, например, почернить и сделать матовую, и к нему сделать в таком же стиле с этим самым, с метеоритом подвеску. То есть, посмотрите. В общем, короче, будет серия большая, насыщенная. Не переключайтесь. Погнали. Мы начинаем делать заготовки. Гель готов. У нас что заказали? 8 колец и 1 подвес. Я буду делать 2 подвеса, как я и говорил, на цепочку, которую я не доделал. Для этого нам необходимо плавить все наши серебряные вот эти штучки, дрючки и отливать, делать 8 заготовочек. 8 или, может быть, сейчас посмотрим, может быть, я сделаю сразу там одну длинную заготовку, раскатаю. Посмотрим, как будет плавиться. Кто был первый заказчик? На самом деле, очень сложно сказать. Почему? Потому что писали все в разные соцсети. И я куда-то ответил, кинул карту. У кого-то была ночь и так далее. Но самый прикольный оказался Максим Кожома. Макс, привет. Значит, это ювелир, молодой парень. Вы знаете, такой реакции, просто как будто он выиграл миллион. Чувак покупает кольцо, которое не видит ничего, но он так радуется, так счастлив. Мне прям действительно искренне очень было приятно общаться с юным парнем. Он мне накидал какие-то свои, что он сделал. Прям человек кайфует от профессии ювелира и очень хочет это кольцо. Макс, это первое кольцо делаю для тебя. Дальше был парень Мурат. Они примерно плюс-минус одинаково скинули деньги. Как посчитать, кто из них первее, да? Он с Украины, тоже ювелир. Представляете, ювелиры у ювелира заказывают кольцо. Это, наверное, что-то значит, что-то говорит. Поэтому, ребят, не обижайтесь, кто не успел, кто хотел. Я еще буду делать кольца. Это проба пера. И люди вписались, не зная ничего, в полную авантюру. Но все равно будет очень круто. Поверьте, я вас, ребят, тех, кто заказал, я не подведу. Тех, кто делает своим девушкам, женам, мамам, тоже будет очень круто. И я все потом в дальнейшем расскажу, кому, какой камушек, почему, даже не знаю, так. А сейчас я начинаю плавить, делать заготовки, времени нет, погнали. Первым делом я отметил 20 грамм серебра и попробую сейчас их сплавить. Посмотреть, как ведет себя горелка, как она отольется в эту штуку. Она такая засранная, я ее максимально как смог очистил. Сейчас у меня есть кусочек воска, когда она нагреется, я проведу, чтобы она растекалась. В общем, полная импровизация, но при этом это интереснее. Погнали. Мы плавим офигенным автогеном. А вот оно, 20 грамм серебра сплавил. У меня еще и в тигле осталось. Я сейчас сделаю таких заготовочек. И будем двигаться дальше. Смотрите, у меня всего получилось 5 заготовок. Скажите, надо ж 8 заказов на 8. Просто здесь очень много будет обкусков. Я просто еще точно не разработал технологию, поэтому делаю с запасом. Сделаю 5 колец, остатки сплавлю, опять же. У меня еще остались такие кольца с-под шапарда. Вы знаете, у меня рука не поднимается на то, чтобы сплавить. Я лучше сделаю цепочку. Она где-то получится 45 сантиметров, женская. И будет классно смотреться. И ее 100% тоже купят. А также у меня вот такая цепочка осталась. Это я делал еще в прошлых сериях, когда с длинным звеном. Просто что-то разошелся, мне понравилось. Я сделал вот так она смотрится. Мне осталось только запилить. И будет тоже 2 цепочки. Одна 60, другая 65 сантиметров. Сделаю такой же замок, как сделал на шапард. Мне очень тоже понравилось. Сделаю сюда подвеску с метеоритом. И будет просто огонь. Такой будет подвес. Зашатаетесь. Какую-нибудь форму. То есть сделаем что-то необычное. Все как вы любите. Поэтому, собственно говоря, я оставляю все это как оно есть. Постараюсь в этой серии все закончить, все эти заказы, чтобы максимально заработать денег за эту серию. Итак, сейчас мы встретимся после того, как я отбелю эти заготовки. Они только-только отлиты, все такие в буре, окислы и так далее.
мы будем в этот раз очень много отбуривать, флюсовать, отбуривать и так далее. Это технология, которая подразумевает именно часто нагрев, много отжига и много отбела. Поэтому запасаемся терпением. Это просто интересный процесс. И самое прикольное то, что одна и та же технология, но рисунки всегда получаются разные. Всегда. И это мне нравится. Встречаемся тогда, когда я настрою вальс. Итак, ребятки, я столкнулся с первой проблемой. Проблема заключается в том, что у меня мои бруски не пролазят в вальце. И я беру наковальню, которую мне подарили, молоток, и начинаю ковать. И теперь скажите, что это не ручная работа. Берете и вот так вот всю заготовку плющите до тех пор, пока вот так вот она не влазит в вальцы. Круто, круто. Это уже будет кованые кольца, наверное. Итак, погнали. Я сплющил эту заготовочку и теперь начинаю катать. Катаю примерно до толщины 2 миллиметра. Примерно таким образом вы докатываете все полоски, ваши пластинки, отливки до толщины где-то примерно 3 миллиметра. Почему 3 миллиметра, вы все потом поймете. Даже сейчас не задавайте вопросы. Просто делайте, как я делаю, и все, повторяйте, и у вас все получится. Встречаемся после того, как вы приготовите все полоски. Погнали. Итак, ребятки, прошло какое-то время, у вас там секунды, у меня там несколько часов. Я все равно переплавлял, короче, из всех обрезков сделал все 10. Почему 10? Еще 2 человека успели прям в последний вагон прыгнуть, пока вот я делал заготовки. И очень попросили, захотели сделать. Итак, у меня каждая заготовка сделана под конкретного человека. Я их для себя пронумеровал от 1 до 9. На самом деле 8 заказов, но один человек заказал 2 женских кольца. Теперь задача очень простая. Она будет нудная, неинтересная. Я вам покажу просто, как это делать. И это делать нужно минимум, наверное, 5, 7, а то и 10 раз. Это надо смотреть по ситуации. Вы берете, вот у вас лежат заготовки металла. Вы берете их, просто нагреваете и кидаете в лимонную кислоту. В лимонную кислоту вы кидаете надолго. Ну, то есть, например, там, ну, не знаю, на 15-20 минут. Через 15 минут вы вынимаете, опять то же самое, нагреваете и обратно кидаете в кислоту. И так вам нужно проделать где-то, ну, 8-10 раз. Надо смотреть по ситуации. Как я к этому пришел? Я просто взял пластину и попробовал. Прежде чем делать вам, я попробовал и сделал. Показывать я не буду, чтобы осталась интрига, что с этого получится. Итак, я приступаю. У нас есть банка с лимонной кислотой. Сюда я высыпал 2 пачки, вот, которые обычные продаются. У меня был загашник, еще тогда купил. Вот вся лимонная кислота здесь. Вот она очень концентрированная, нужно ее максимально. И залил горячей водой. Накрыл крышкой, чтобы она не остывала. Дальше я потом поставлю в кастрюлю с горячей водой. Буду менять, чтобы постоянно была теплая. Либо вы просто берете, на плитку ставите, ну, как-то там, чтобы нагревать, чтобы не лопнула банка. Ну, в общем, вы сами разберетесь, как вам это сделать, как вам это удобно. Я сделал именно так. Итак, я погнал. Да, самое главное, вам не нужно макать во флюс, чтобы отжигать. Вы отжигаете без флюса. Итак, погнали. И теперь ждем 10-15 минут. Они должны хорошо отбелиться и съесть поверхность иметь. А многие спросят, откуда я все это придумал? Я ничего не придумывал. Есть такое понятие ретикуляция серебра. Я где-то на иностранных площадках видел, как это делают. Мне было очень интересно. Забейте в ютубе, вы не найдете такого. Просто не найдете. Иностранные найдете, наши какую-то хрень там делают. Вот я решил запустить, почему бы и нет. Буду первый на российском ютубе. А вы можете забить ретикуляция серебра в Яндексе, в Гугле и почитайте, что это такое и как это делается.
В общем, я сделал порядка 10 таких операций, нагревал, отбел, нагревал, отбел. Вот они такие вот белые. Они уже просто не темнеют. Они, когда нагреваешь, они такие же и остаются. Что это такое? Что произошло? Я, опять же, только читал, и то, чем я сейчас занимаюсь, я там буквально там неделю изучаю. Получается, у вас снаружи чистое серебро, внутри 925. Температура плавления чистого серебра выше, чем 925. И вы, получается, будете спекать внутри серебро, как в каком-то мешочке, вот вы расплавляете, и потом оно застывает, и получаются вот эти причудливые формы. Я положил первую палочку нашу и начинаем греть. Начинаем, посмотрим, что с этого получится. И вот получается вот такая поверхность, как кратер, я не знаю, вулкана какого-то, как лунная поверхность. Да называйте как хотите. Я уверен, что это самое офигенное сочетание с метеоритом. Метеорит из космоса. И получается такой космическая форма. Но при этом мы будем сочетать с классикой, с вылизанностью, да. То есть внутри будет идеальное кольцо, отполированное, отшлифованное с боков. Идеально отполированное, отшлифованное. А верх будет такой вот непонятный. И туда мы вставим еще метеорит. Круто, круто. Это очень круто. Это такой стиль, не знаю, природы, вот очень похоже на камень, на что-то еще. Сейчас мы это все отбелим, и каждую вот эту штучку мы так пройдемся и сделаем. Попробуйте, вам понравится. Это вообще полет для фантазии огромный. Вы можете сделать подвес, кольцо, неважно, серьги, вставки, какие-то именно вставки выпиливать. То есть все что угодно. Круто. Напишите ваше мнение вообще в комментариях. Что это вообще, как вам эта идея заходит, не заходит, нравится, не нравится. Может, вы приверженец классического стиля, вот этих старых обручалок, которые гладкие уже все делают. Бабушки, дедушки носят, там, не знаю, их все уже тоннами приносят переплавлять, а вы все равно считаете, что это самый стиль, самый сок. План заработать 1 миллион рублей до 31 декабря провален. Я это признаю. Кольца, которые я взялся, начинал делать, вы сейчас это видели, я не сделал. Не сделал по нескольким причинам. Одна из причин, потому что металл, он начинает ломаться, когда начинаешь гнуть. Я пробовал уже несколько раз, их начинал, делал. И когда не получается, ну вы же такие же люди, как и я, вам становится это неинтересно. Вы откладываете в сторону и так далее. Но у меня есть обязательства перед людьми. Я за эти кольца взял деньги. Кстати, многие ребята, которые пока ждали изготовления этих колец, отказались, и я вернул им деньги. Кстати, кто сейчас захочет вернуть во время этой серии за кольца деньги, я вам верну деньги в полном объеме. Они лежат у меня на отдельном счету. Я их не потратил, ничего с ними не произошло. И до тех пор, пока я не изготовлю кольца, я не буду их считать даже в баланс. Я начинаю гнуть кольца, вот это сгибать шинку, и она начинает лопаться. Что происходит? Когда я начинаю формировать шинку, сгибаю на ригеле кольцо, вот видите, вот так вот оно трескается, и оно вот становится очень хрупким, и в этом месте оно ломается. Ну, например, даже вот кольцо, видите, вот. Я сейчас также начинаю гнуть его, сгибать. И все то же самое. Я примерно уже понял, как это сделать, нашел выход, но это потратил очень-очень достаточно много времени. И расскажу, если этот проект будем продолжать, в следующих сериях. Да-да, вы не ослышались, если будет продолжаться этот проект. Этот проект на данный момент в ваших руках. Лично я готов продолжать. Но это интересно ли вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Я вижу это продолжение следующим образом. Мы меняем цель, например, до 1 июля 2021 года. Ставим, например, в денежном эквиваленте, к чему мы идем? 500 000 рублей. Да-да, 500 000 рублей. Почему? Потому что сейчас очень много изменилось с тех пор. Выросла стоимость на серебро. Сейчас это порядка 55-60 рублей за грамм. 55-60, хотя раньше можно было купить за 35 примерно рублей за грамм серебро. Золото также подорожало, но оно еще круче подорожало, поэтому то есть цена выросла, спрос уже падает. Дальше меняется законодательство, вводится маркировка ювелирных изделий, финмониторинг и так далее. Поэтому как дальше работать, даже вот мое предприятие, которое сейчас у меня есть,
не знаю, может быть, опять придется мне пропасть с Ютуба и заниматься отстройкой по-другому, то есть настраивать по-другому, чтобы работало мое предприятие. Потому что YouTube это не основной мой доход. Основной мой доход это изготовление ювелирных украшений на заказ. Поэтому, ребят, пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. Я знаю, что среди вас есть очень умные ребята, которые, вот, например, вот Денис, который предложил этот проект, может быть, какие-то другие идеи, к чему это прийти. У меня есть какое-то количество денег, у меня есть какое-то количество серебра. У меня есть возможность что-то уже, я уже понимаю, как дальше двигаться. Я дальше хотел бы в рамках этого проекта потихонечку создавать бренд. Да, то есть, чтобы там какие-то денежки выделять, чтобы не делать то, что там все остальные бисмарки и так далее, а придумать свое украшение, придумать свою цепочку и в рамках этого проекта реализовывать и развивать этот бренд. Именно какие-то свои стильные цепи. Дальше. Обязательства по кольцам я выполню во что бы то ни стало. То есть, даже если скажешь, все проголосуют закрывать этот проект, я эти кольца сделаю и разошлю всем ребятам. Но опять же, те, кто захочет ждать, я думаю, что до Нового года я управлюсь и все обязательства закрою. Тем более уже осталось там не так много. Поэтому давайте, пожалуйста, напишите ваше мнение в комментариях. Я прочитаю. И если же я понимаю, что вы хотите продолжать, я в тот же день, вот выходит видео, я вижу, что вы хотите продолжать, мы находим цель, совместно в комментариях я переписываюсь, да, и тут же начинаю снимать следующее. Что я буду делать? У меня есть деньги, у меня есть серебро, у меня есть вот эти вот кольца. Я сейчас сразу же возьму, куплю восковки на эти деньги и начну делать какие-то интересную какую-нибудь цепочку литьевую. То есть, чтобы чаще выходили серии. Дальше я по-любому сейчас продолжу вот это изготовление этих колец. Я обязательно куплю ювелирный верстак, потому что место вот так вот сидеть вот на этом столе, который вы сейчас видите, который вам давно уже с первой серии у меня, это... можно просто вот как хобби. Если мы двигаемся дальше, мы уже покупаем хорошее, нормальное человеческое оборудование и начинаем работать. Если вам эта идея нравится, если это все вам по душе, пишите в комментариях. Я продолжаю, я не сливаюсь, двигаемся дальше, учимся вместе, двигаемся вместе. И будьте чуточку добрее.